Привет, ребята! Сегодня я вам расскажу про новый пылесос Dreamy X40 Pro. Dreamy печатает новинки каждые полгода, не замедляя свой темп. И вот в марте новая порция новинок. Это встроенный X40 Pro, обычная модель X40 Pro и обычный X40. Начнем мы с распаковки обеих моделей. Вы можете оценить наглядно, как они выглядят рядом с друг другом, их габариты, насколько встроенная модель меньше обычной модели. Если сравнивать цены встроенной модели и обычной модели, плюс докупить модуль воды и канализации, то получается, что встроенная модель где-то на 300-400 юаней дороже будет. Что мне нравится во встроенной модели, это то, что поддон у встроенной модели цельный, и он вытаскивается полностью вместе со скребком. Ну и также плюс встроенной модели это увеличенный мешок для пыли 4,2 литра. Вспомним не так давно вышедшую весной 2023 года модель X10. Видите, вот она не могла выметать под мебелью в таких щелях, где часто скапливается мусор. И вот Dreamy решили решить эту проблему. Сначала они решили проблему мойки вдоль плинтуса, а теперь вот решили решить проблему выметания пыли вдоль плинтуса из-за таких вот щелей с помощью выдвижной трехлучевой щетки. Теперь X40 может очень круто убирать даже полукруглые объекты, сразу выдвинув и моп, и трехлучевую щетку. Трехлучевую щетку заменили, сделали новую. Видите, она новой формы крепления. И вот эти кисточки, они расположены под углом не 90, а 45 градусов. Такая новинка не только у Dreamy. Roborock также выпустил более дешевую модель P10 с таким же выдвижным кисточкой трехлучевой. Скоро на нее тоже сделаю обзор. Следующим нововведением стало увеличение до 12 тысяч паскалей мощность всасывания. Они так прям в прошлых моделях от модели к модели на 1000 увеличивали. Помните, там было 6, потом 7, потом 8, 300. А сейчас у X38-300 они прям скакнули до 12 тысяч. Не знаю почему так, то ли они изобрели какой-то новый мотор, то ли благодаря конкуренции. Один сделал и второй разведал, что другой сделал. Тоже решил 12 тысяч. Но теперь это аж целых 12 тысяч паскалей, чтобы такой прям значительный прыжок мощности. Также они усовершенствовали валик для обрезания волос. Ворсинки валика теперь также под углом 45 градусов. Также, по словам Dreamy, в валике они изменили частоту обрезания волос, сделали ее более реже, чтобы валик дольше служил. Видите, обрезание происходит за счет кручения справа механизма, который связан с лезвиями. Емкость для моющего средства осталась такая же. HEPA-фильтр в лотке для сбора пыли такой же. Теперь, кроме антибактериального средства в бачке с чистой водой, они добавили еще средство антибактериальное для бака с грязной водой. Если вы пользовались уже роботом станции самочистки, увидели, что вода там приобретает неприятный запах. Следующим нововведением это доработка скребка для поддона. Здесь на картинке вы видите, они изменили желобок, по которому течет вода, изменили саму чистящую площадку, о которой трутся мопы робота. Сделали прорезь между этими пупырышками. Очень жаль, что нельзя купить такой скребок для более старых моделей. Лампа ультрафиолета в поддоне также на месте. Ну и пару слов о новых мешках. Они появились в X30. Здесь новый держатель пластмассовый. И эти мешки имеют 3 слоя. Активированный уголь и фильтрующий слой N95, как в фильтрах. Доработали также софт. Теперь система распознавания загрязнений работает еще лучше. Вот видите, здесь на видео разлито кофе и молоко. В зависимости сколько миллилитров разлито, столько раз робот будет повторно мыть это загрязнение. Кофе моет больше раз при одинаковом количестве разлитого, чем молоко. По словам производителя, систему распознавания также доработали.
Теперь, если робот определяет опасную какую-то вещь, типа какашки там или провод, то он подальше держится от него, чтобы не запутаться. Ну и робот умеет поднимать не только мопы, но и валик и трехлучевую щетку, когда видит, например, что впереди разлита жидкость, чтобы не намочить их. Улучшили шумоизоляцию базовой станции, теперь шум снизился при всасывании пыли где-то на 10 дБ до 71, а раньше было свыше 80. Тряпки на базовой станции теперь моются при температуре 70, а не 60 градусов, как было раньше. Добавлена новая функция, теперь на карте можно отметить места для животных, робот будет их аккуратно объезжать и, если понадобится, более тщательно убирать там. Ну что, как вам новинки? Как по мне, очень круто. Добавили прям очень много новых ништяков, особенно мне нравится, конечно, эта выезжающая трехлучевая щетка, почему ее раньше не добавили, не пойму. С ней теперь квадратные роботы совершенно не нужны, и теперь и круглые будут вычищать в углу, так как раньше умели вычищать только квадратные роботы. Также Dreame наряду с X40 выпустили упрощенную модель S30, на которую я сделаю тоже скоро обзор. Пишите ваши комментарии, как вам новая модель. До скорых встреч, пока. Если кто-то хочет заказать эту модель с Китая, ссылка в описании.